времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами сделаем расклад на Сергея Бодрова. Культовый актер и любимец россиян Сергей Бодров по официальной версии погиб 20 сентября 2002 года. Трагедия случилась в Кармадунском ущелье во время схода страшной лавины, где Бодров был вместе со своей съемочной группой. После трагедии до сих пор, хотя прошло уже более 21 года, пропавшими без вести числится более 100 человек. Среди них и Сергей со своей съемочной группой. Бодров запомнился нам всем как простой парень из народа, честный, справедливый, очень умный и добропорядочный. Что же случилось в тот роковой день, 20 сентября 2022 года? Что было за несколько часов до смерти Сергея Бодрова и другие невыясненные обстоятельства жизни и смерти актера мы сегодня с вами узнаем на картах «Триумф Луны». «Триумф Луны» — это карты художника Патрика Валенса, который замечательно ответит нам на все вопросы психологического характера, на вопросы о смерти и так далее. Первый вопрос, который я хочу задать картам. Карты, здравствуйте. Действительно ли Сергей Бодров погиб в Кармадунском ущелье? Действительно ли Сергей Бодров погиб в Кармадунском ущелье, как говорят нам официальные данные? Действительно ли Сергей Бодров? Карты, скажите нам, пожалуйста, правду. Действительно ли Сергей Бодров погиб в Кармадунском ущелье? Действительно ли Сергей Бодров погиб в Кармадунском ущелье? Действительно ли он погиб именно там? Действительно ли Сергей Бодров погиб в Кармадунском ущелье? Итак, смотрим. Дорогие мои, первая тройка – это туз кубков, туз мечей, простите, пожалуйста, рыцарь кубков и тройка кубков. Итак, да, действительно, он погиб в Кармадунском ущелье. Причем это было при таких обстоятельствах, как будто бы он пошел что-то изучать. Изучать место, где его съемочная группа могла бы пребывать, где она могла бы отдохнуть, где она могла бы устроить привал. То есть он пошел, он и еще несколько человек пошли в то место, где они могли бы устроить привал для проверки. Да, действительно, по тузу мечей он погиб в Кармадунском ущелье. Это однозначно да. Он пошел выяснять по рыцарю кубков в то место, где еще не проходила, так скажем, нога человека, не ступала нога человека, да, но это я так говорю, да, то место, куда многие не решались пойти, он пошел его изучать. И по тройке кубков туда вместе с ним пошли несколько людей, чтобы понять, где устроить привал, чтобы понять, где им отдохнуть. Да, действительно, он погиб в Кармадунском ущелье. По семерке пентаклей, по шестерке пентаклей и по дому Бога. Дом Бога — это у нас также еще говорится о башне, да. Башни у нас 3 в колоде Триумфа Луны. По семерке пентаклей, по шестерке пентаклей ему понравилось это место, но ему не советовали на самом деле туда идти, потому как это место, ну, как бы было не предназначалось для людей, да, то есть это место было очень такое опасное, и ему об этом говорили. Ему очень понравилось по семерке пентаклей это место, и он пошел его по шестерке пентаклей изучать. И по дому Бога его просто вышвырнули с этого места, просто его убив на месте, да. Его действительно убила, так скажем, природа, да, и ему говорили о том, что ему туда не нужно идти, ему советовали, ему говорили. По дому Бога ему говорили, что будет башня, не ходи туда, потому как ты можешь, ну, просто может что-то на тебя упасть там, да, или ты можешь куда-то упасть, ты можешь умереть. Итак, заново, да, действительно ли погиб Сергей Бодров именно в Кармадунском ущелье? Да, по тузу мечей он действительно погиб там, кровь у нас с пальчика течет, да, и да, действительно, это была смерть по справедливости, потому как он ослушался людей, которые говорили ему туда не ходить. Да, действительно, он в первом ряду смельчаков пошел изучать незнакомое место, тут рыцарь кубков у нас плывет по воде, по территории еще не изученной человеком, плывет на лодке, на русалке, да, плывет с кубком, плывет узнать, все ли там хорошо, все ли хорошо в этих местах, для того, чтобы люди, его группа съемочная, для того, чтобы он сам
приземлились на этом месте для того, чтобы они смогли сделать привал и отдохнуть. Но по семерке пентаклей, по семерке пентаклей ему очень понравилось это место. Он пошел его изучать. И он не слушал тех людей, кстати, по шестерке пентаклей, да, вот здесь какая-то мелкая рыбка, которой дают маленькую денежку, да, и вот он, как вот Сергей Бодров в роли вот этого вот чудика, да, в роли вот этого большого человека, который вот эту мелкую рыбку, который ему говорит, не ходи туда, не слушает. Ему кто-то говорил, не ходи туда, иначе поплатишься и можешь поплатиться по башне даже жизнью. Тебя выгонит просто с этого места, выгонит тебя стихийное бедствие какое-то, природное явление. Да, действительно, Сергей Бодров погиб в Кармадонском ущелье, это правда. Никто его не убивал, да, никто ему ничего плохого не желал, хотя мы сейчас узнаем это по другому вопросу. Действительно, по тузу мечей он погиб, потому что пошел проверять какое-то место, да, где действительно его накрыло вот этой лавиной вместе с несколькими людьми из его съемочной группы. Оно ему очень понравилось, он не слушал тех людей, которые ему говорили, не ходи туда, и он туда пошел, не опасаясь нисколько за свою жизнь. Действительно, Сергей Бодров погиб в Кармадонском ущелье. Это правда. Карты, скажите нам, пожалуйста, правду. Что было с Бодровым? Что было с Сергеем Бодровым в последние часы или минуты жизни? Или он умер сразу? Что было с Сергеем Бодровым в последние его часы или минуты жизни? Что было с Сергеем Бодровым в его последние часы и минуты жизни? Или он погиб сразу? Что было с Сергеем Бодровым в последние часы и минуты жизни? Или он погиб сразу? Люблю смотреть на выпавших картах. Они нам очень много говорят порой. Секундочку. Что было с Сергеем Бодровым в последние часы или минуты жизни? Или он погиб сразу? Первую тройку рассказываю вам, дорогие мои. Десятка кубков, девятка пентаклей и король пентаклей. Он думал о своей семье, он погиб не сразу. Он еще некоторое время, даже по пентаклям несколько часов, по кубкам по пентаклям несколько часов, он был жив. По десятке кубков он думал о своей земле, о своей семье. Он думал о том, что они без него потонут просто, да, потому как он добывал для них какую-то денежку, да, он был главным королем в семье. Королем я имею в виду тот человек, который снабжал их некой денежкой, да, тот человек, который помогал им во всем, и ему стало очень грустно от того, что его семья просто потонет без него, да, там мальчик, девочка, там, да, жена его, супруга, он думал о своей семье, о том, что все это время и даже ради них он ехал в это Кармадонское ущелье добывать вот эти денежки под землей, да, вот эти пентакли. Он думал о том, что он был главным добытчиком, главным человеком в семье, и о том, что без него они останутся вот такими вот завязанными, вот с такими вот завязанными руками и ногами. Что они будут делать без меня? Но он думал эгоистически, на самом деле, на тот момент, несмотря на то, что он был хорошим человеком, он очень сильно заблуждался на тот момент, потому как семья, в принципе, у него достаточно сильная супруга, да, потому как семья, она смогла, в принципе, выбраться из всего вот этого. Он думал эгоистично, он думал и поступил эгоистично, потому как пошел туда, вот куда ему не советовали идти, да, поступил эгоистично и пропал просто, да. Его эгоистичные думки еще были о том, что вот моя семья, она без меня не справится, как же так, я добывал для них денежку, я был самым главным в семье, они останутся завязанными руками и ногами. Думал эгоистично, но заблуждался в том, что семья не выберется, не выкарабкается, у него жена еще там. Молодец на самом деле, и она справилась с потерей своего супруга. И дети тоже справились, да, но поступил эгоистично не потому, как был плохим человеком, Сергей был очень хорошим человеком, а потому, как просто не послушался, да, у него были вот такие вот замашки, то, что вот я пойду, все равно, чего бы мне это не стоило, если уж я решил проверить, то значит я пойду и проверю, вот решил проверить вот это место и в итоге доигрался, да. Ну вот как-то так. Что было с Бодровым в последние часы и минуты жизни? Действительно ли он о чем-то думал? Да, он думал о своей семье, о том, что как они без меня. Но поступил эгоистично. Он, кстати, думал о том, что он поступил эгоистично.
но заблуждался в том, что семья его никак не выберется без него. Он почему-то считал себя самым сильным в семье, да, ну вот немножко было некого эгоизма, да, в нем, но человек он был хорошим, несмотря на все это. Ждал ли он помощи, Сергей Бодров? Ждал ли помощи Сергей Бодров? Думал ли, что его спасут? Ждал ли помощи Сергей Бодров, когда его накрыло лавиной? Ждал ли помощи Сергей Бодров, думал ли, что его спасут, когда его накрыло лавиной? Ждал ли помощи Сергей Бодров, думал ли, что его спасут, когда его накрыло лавиной? Смотрим. У нас вышли влюбленные, паж кубков и тройка жезлов. Это верхние карты, да? Гадаем сначала, раскладываем сначала по верхним картам. Влюбленные, паж кубков и тройка жезлов. По влюбленным у него, кстати, он выбирал, да? Выбирал, что ему сделать, потонуть или да. Все, я поняла, дорогие мои, все, я поняла, я сообразила, да. У него был выбор, когда его завалило лавиной. Его очень сильно завалило до такой степени, что вот дьявол, так скажем, ну, смерть уже забирал его в свои сети, да, в свои тиски. Но он мог выбраться, у него был выбор, выбраться и остаться калекой, либо выбраться и расти дальше. Все, я поняла. Что означают у нас влюбленные? Влюбленные в данном случае означают выбор. У человека был выбор, когда его завалило. Вот в последние минуты, часы жизни он думал о своей семье и о том, что у него сейчас есть выбор. Его завалило, но завалило как будто бы наполовину. Вот такое ощущение здесь, вот живот. Вот именно часть живота затронута, его завалило, вот именно ноги и живот. И у него был выбор по пажу кубков потонуть и уйти в мир иной. Паж кубков это человек, который вот просто допивается до чертиков, да, и вот обратите внимание на живот, что-то с животом, такое ощущение, как будто ему передавило живот очень сильно, и такое ощущение, как будто вот ноги и живот он уже не чувствовал. И вот у него был выбор потонуть и уйти в мир иной. То есть уйти в мир иной каким образом? Не дождаться, да, не дождаться спасателей, не кричать о помощи и так далее. И просто уйти. Либо у него был выбор бороться дальше за эту жизнь, воевать дальше за эту жизнь и расти дальше в этой жизни. Да? По рациональному мышлению, посмотрите, человечек повернут к нам рациональной стороной, не эмоциональной. Если паж кубков повернут к нам эмоциональной стороной и думает о том, чтобы уйти из жизни, да, вся эта жизнь уже надоела, мне так больно, что я хочу потонуть. То есть здесь паж кубков, он тонет, да, постепенно, медленно, но верно. Вот такое ощущение, как будто ему придавило ноги и живот. И у него был выбор умереть, либо жить и расти дальше. Но жить и расти дальше, каким образом? Он думал о том, что он может остаться инвалидом, да, о том, что он не сможет ничем помочь своей семье. Дьявольские мысли у него возникли о том, что он не сможет ничем помочь семье своей в таком вот виде. То, что его семье и ему самому будет очень сильно тяжело по десятке жезлов и очень печально, да, очень сильно он печалился из-за этого, он переживал о том, что его семья его покинет, зачем такая жизнь, в принципе, да, зачем такая жизнь, если ты останешься инвалидом. Он понимал, что если он останется в живых, он останется без ног, и вот что-то вот в районе живота вот его так сильно придавило, но лицо и рот, то есть у него вот было открыто, он мог говорить, он мог как будто бы кричать, он мог кричать «спасите, помогите», но он этого не сделал. Почему-то, когда спасатели там, я не знаю, спасатели там были или нет на этом месте, вот я, кстати, не знаю, скажите мне в комментариях, почему-то его никто не услышал, он не звал на помощь, хотя он был несколько часов жив. Он был несколько часов жив, он не кричал. То есть у него был выбор, еще раз по влюбленным, потонуть, уйти из этой жизни, либо расти дальше. Расти, несмотря ни на что, начиная с тройки жезлов. Тройка жезлов – это карта такая очень
очень маленькая, да, ему пришлось бы начинать все заново, он понимал, что он останется инвалидом. И по дьявольскому решению он решил уйти из этой жизни, потому что понимал, что ему и его семье с ним будет очень тяжело. Несмотря на то, что он был главным добытчиком в семье, он решил, что без него им будет легче. И это было его неправильное решение на самом деле. Он очень сильно печалился от этого решения, но по пятерке кубков он решил сломаться и уйти. Несмотря на то, что был очень сильным человеком, он принял это решение в пользу своей семьи, в пользу того, что он уже не сможет никому принести какую-то пользу, да. То есть он почему-то думал, что его семье без него будет хорошо, потому как он останется без ног, там, я не знаю, да, вот как-то его придавило, говорю же, на уровне ног и на уровне живота. Вот здесь прям показано, вот тут Паш Кубка хватается за живот, и он прям хочет потонуть, хочет уйти, да, но есть выбор: потонуть, либо остаться в живых и, вопреки всему, по солнышку, по тройке жезлов идти дальше, расти дальше. Но он принял вот это вот неверное дьявольское решение. Он умер, естественно, он не закончил жизнь самоубийством, да, он умер просто от того, что вот... Сейчас мы посмотрим, кстати, от чего именно он умер, да, его придавило, но он же не умер. Он умер от потери крови, или он умер от жажды, от чего он умер, да, но он умер самостоятельно, да, не позвав никого на помощь. Он решил уйти, он решил, потому что он решил, что для его семьи это будет очень тяжело как-то быть с калекой, да, и ему это решение далось очень непросто, и ему было от этого скверно и печально. Ждал ли он помощи? Нет, не ждал. Он решил для себя то, что он уйдет. Вот такой вот печальный расклад. На самом деле от расклада веет такой печалью, что я прям сама такая грустная. Вот вы слышите, нет, я не знаю, я раскладываю, мне прям так тягостно, тяжело, потому что Сергей Бодров был действительно очень хорошим, как мне кажется, человеком, не знаю его лично. Я знала фильмы, в которых он снимался, да, и фильмы «Культовый брат», «Брат 2», «Сестры», которые он сделал, да. То есть это вообще великолепное творение, которое, наверное, вряд ли смогут переплюнуть российские режиссеры. От чего умер Сергей Бодров? Его придавило лавиной, но от чего именно он умер? От чего именно умер Сергей Бодров? Его придавило лавиной, но в этот момент он не умер. Он не ушел из жизни. Так от чего именно умер Сергей Бодров? Опять Паш Кубков, да, вышел? Перевернулся прямо у меня на глазах. Самостоятельно принял решение уйти из жизни. А от чего именно умер Сергей Бодров? Воды, да, такое ощущение, что самостоятельно... Да, вот опять, да, опять двойка мечей, обратите внимание, человек думает. Человек сам с собой находится в конфронтации, открылся у него третий глаз и думает: так, что мне делать? Мне самому уйти из жизни или мне все-таки позвать на помощь, но тогда я останусь калекой-инвалидом и не буду нужен никому, да, собственно говоря. И такое ощущение, как будто жажда сильно мучила, да, его. Очень печально, опять по пятерке пентаклей им удалось вот это решение, не просто самостоятельно уйти из жизни. От чего именно умер? Ну, тут он нафантазировал, конечно. Такое ощущение пить, вот пить, жажда, очень сильная жажда его мучила. Очень сильно хотелось пить. Такое ощущение, вот прям как будто вот даже у меня сейчас я рассказываю, у меня губы сохнут. Придавила ноги и живот, во-первых, да, и вот от этого ощущения придавленности сильной, да, так хотелось пить сильно, и вот просто от обезвоживания человек ушел, да, он сам ушел, хотя он мог, говорю же, он мог крикнуть, он мог сказать: я здесь, люди там были, люди могли его услышать. Двойка мечей говорит о том, что ему очень тяжело далось это решение. Опять, да, это решение самостоятельное его самого, которое далось ему очень печально. Он нафантазировал там себе по семерке кубков кучу всего, что его дома не примут, да, вот в таком вот виде, что даже если его и примут, то все не будет как прежде. По четверке жезлов: мой дом, моя крепость, я туда никого не впущу. И такое ощущение, ему казалось, что его жена воспримет, хотя он очень любил жену, здесь очень видно по картам, здесь очень чувствуется энергетика человека, очень чувствуется его любовь к детям и к супруге. Он очень сильно любил
своих домашних, и поэтому его так очень сильно колбасило от мысли, что он станет обузой для них. Такое ощущение вот по 4 жезлов, что здесь мой дом, моя крепость, я туда никого лишнего не впущу. Он думал, что жена, ну, как бы для жены он станет обузой, да, и он принял единственное верное решение уйти. Тоже по тузу жезлов тут не проигранный и не побежденный, да. Я уйду, но уйду красиво, пусть это будет вот так, да. Умер от жажды, такое ощущение, что вот, ну, просто вот обыкновенная жажда, да, хотелось очень сильно пить. Решение принимал очень тяжело, его двоило, троило, да, тут по решению, поэтому по 5 кубков он очень по 5 пентаклей он очень печалился, по 7 кубков он нафантазировал всего, что он станет обузой для семьи, хотя это было бы не так. Принял единственное верное решение. От чего умер? Ну, просто вот как от обезвоживания, да, ну, во-первых, придавило очень сильно, но его могли бы спасти, просто он действительно остался бы вот, ну, как вот недееспособным, да, и он не хотел вот таким вот остаться, он не хотел быть обузой, не хотел быть коллегой, хотел быть человеком, который вообще перевернет этот мир. Тут по этим картам вот чувствуется прям то, что вот он много чего хотел сделать, но не успел, такое ощущение. Что было в жизни Сергея Бодрова незадолго до его смерти? Что было в жизни Сергея Бодрова незадолго до его смерти? Что было в жизни Сергея Бодрова незадолго до его смерти? Что было в жизни Сергея Бодрова, в личной жизни, в профессиональной сфере, да? Что было в жизни Сергея Бодрова незадолго до его смерти? Тут какой-то враг как будто бы был у человека, ну как враг. Тут был человек, который пытался вот тоже вот, да, нажиться на человеке, свои вот какие-то иметь от него привилегии, да, от Бодрова я имею в виду, да. Но Бодрову тоже был важен этот человек, причем этот человек-мужчина, водного знака зодиака по гороскопу, да, король кубков, любящий покутить, любящий погулять, очень умный, очень мыслит рационально, да, рациональное мышление развито, очень умный, очень хитрый, но алкоголик. Пить любил очень сильно. И вот этот мужчина его как бы вот в тиски взял, Бодрова, да, и он как бы его вот прям вот... Он очень хорошо на нем зарабатывал, во-первых, да, Бодров ему был нужен для того, чтобы заработать на нем, да, хорошие какие-то деньги, и он, собственно говоря, кутил, отдыхал, гулял за счет него, за счет Бодрова, да, ну, грубо говоря, я вам так говорю. А Бодров пытался вырваться из его плена, так скажем, и уйти из-под него, как бы, из-под этого человека. Он пытался бороться по 7 жезлов, да, человек не отпускал, потому что у Бодрова были перед ним какие-то обязательства, еще они о чем-то договаривались, у Бодрова были какие-то обязательства, Бодрову было неимоверно тяжело, тягостно от этого, печально. От того, что перед этим человеком у него еще остались какие-то обязательства, он пытался отбиваться, да, всеми усилиями, всеми силами, да, от него. По рыцарю жезлов он также пытался посеять справедливость какую-то, да, но не получалось у него, и он решил, после того, как все-таки у них получилось так, что все-таки Бодров вырвался из-под него, да, то есть что было незадолго, у них закончился некий контракт, и он все-таки добился справедливости, Бодров, и он все-таки вырвался из-под этого человека, да, и он решил начать все сам, ну, сам как режиссер, я так понимаю, да, как кинорежиссер, вот у него там фильм «Сестры» уже тогда начался, да, вот это вот тот период, я думаю, что, и вот он начал с пажа жезлов. Паж жезлов — это человек маленький еще, да, но который уже знает, чего он хочет, да, и пытается вкусить плоды своего труда, да, то есть вот здесь вот маленький Бодров, который только-только начинает быть кинорежиссером, да, который только-только начинает растить плоды своего труда, и он одержал сам над собой победу, да.
то есть вырвавшись из плена вот этого человека, мужчина, водный знак зодиака, который любил выпить, он держал Бодрова в тисках, потому как у них был с ним какой-то договор некий, кинодоговор, как я понимаю, да, здесь дьявол идет, здесь 8 дьяволов в колоде Триумф Луны, здесь дьявол идет именно по шоу-бизнесу, по киноиндустрии, да, ты не можешь вырваться из плена определенного человека, пока не закончишь с ним какие-то дела. И Бодров пытался отбиваться всеми силами, да, пытался вырваться, но договор в конце концов закончился. Он одержал справедливость и начал все с нуля. Начал все сам, Бодров как кинорежиссер. И одержал победу сам над собой, потому как у него выстрелило, да. У него вот пошла вот эта вот карьера, пошла на взлет. То есть он одержал сам над собой победу. У него только-только все начиналось. Что было незадолго до смерти, только-только все начиналось. И поэтому в предыдущий раз, когда я вам вытаскивала карты, я говорила о том, что он еще многого не успел. Что он еще хотел так много, но так много не успел, что в роли калеки, что в роли инвалида он себя в этой жизни вообще не видел. Абсолютно. Тем более он считал то, что он единственный кормилец, да, как бы вот у него были чисто такие мужская точка зрения, что для семьи все-таки он зарабатывает, да, что все-таки он кормилец, он мужчина, и калекой он быть точно не хочет, не может. Поэтому он лучше уйдет из этой жизни. Что было незадолго до смерти, такой небольшой триумф начинался, да, его успех в карьере. Мешал ли кому-то Сергей Бодров при жизни? Возможно, кто-то подставил его и поспособствовал его смерти. Это был вопрос одного из подписчиков. Мешал ли кому-то Сергей Бодров при жизни? Возможно, кто-то подставил его и поспособствовал его смерти. Мешал ли Сергей Бодров кому-то при жизни? Король мечей у нас выпал. Сила, подвешенный, императрица, шестерка кубков и девятка пентаклей. Итак, смотрим. Король мечей, сила и повешенный. Ну, я не могу сказать, что он кому-то мешал. Не было такого, все-таки больше, наверное, его любили за его силу, за его уравновешенность, за его умение мыслить мудро, да, за его умение как-то вот, объясню, да, король мечей — это человек, который, по сути, сражается вообще сам с собой. У него за спиной нож окровавленный, и он со спины видит, что кто-то к нему может подойти, он прям со спины может нанести двойной удар. Он всегда готов к атаке. Он был такой человек, настоящий мужчина, да, настоящий мужчина, который коня на скаку остановит и так далее, который своей недюжинной силой просто поражал людей вокруг. У него была сила, оптимизм, но в то же время он всегда мог уйти в себя, подумать, да, быть очень мудрым, осознанным. Иногда его страхи какие-то мешали ему как-то воплощать в жизнь его идеи. У него было очень много страхов, несмотря на силу, да, но врагов как таковых у него не было. Единственный враг — это его страхи какие-то в его же голове. Опять-таки, тут говорится про императрицу, про супругу. Он очень сильно любил супругу, очень сильно любил свою семью, своих детей и боялся когда-нибудь стать для них ненужным. У него почему-то была такая идея фикс вот с самого первого начала, как мы начали раскладывать. Идея фикс вот именно про ненужность, непотребность какую-то. Я могу стать ненужным, я могу стать непотребным. То такое ощущение, что как будто бы это с детства тянулось, и ему кто-то когда-то говорил, что вот ты как мужчина должен, всегда должен, это должен то. Вот здесь вот идет вот такое. Вот с самых малых лет, поэтому он вырос вот в такого вот короля мечей. Я не знаю, кстати, кто он был по знаку зодиака. Тут либо воздушный, либо водный знак зодиака, либо человек просто очень такой вот рационально мыслящий, да, всегда готовый к атаке извне. Хотя атаки никакой не было, его любили, в принципе, да, несмотря на то, что вот у него там были какие-то терки вот с этим вот кинорежиссером, он его любил за то, что он приносил ему хороший доход. И просто любил как человека сильного, волевого, ответственного. Он очень был ответственным человеком, да, мог иногда уйти в себя и в свои страхи. Это был его единственный враг.
свои собственные страхи, свои собственные эмоции, которые не давали ему как будто бы иногда идти дальше. Он очень боялся, что жена его когда-нибудь покинет и бросит, да, он очень переживал за это, он очень безумно любил свою семью и вот считал то, что вот когда-нибудь он станет вот кормильцем единственным, да, и тем, кто приносит доход в семью, да, деньги в семью. А то, что по десятка второй это всегда начало новой жизни, они начнут жить заново, они начнут жить так, как они хотят действительно жить, да, там дети поступят в лучший университет, там, да, жена не будет ни в чем нуждаться, я не буду ни в чем нуждаться, но деньги не были смыслом его жизни. Смыслом его жизни была семья. Семья была как смысл жизни, но главное что-то ей доказать этой семье. Главное не быть обузой в семье, главное быть главным в семье, главным в том плане, не главным, как вот мужик сказал, мужик сделал, да, а главным в том, что вот он приносит пользу в семью, понимаете? Вот был какой-то вот этот страх его по подвешенному, да, по повешенному, страх быть каким-то неугодным супруге, семье, да, не приносить вот этот вот доход. Именно поэтому, возвращаясь к самой первой части нашего расклада, мы говорили о том, что он вот боялся быть каким-то неугодным, неудобным, остаться калекой, инвалидом и так далее. Он очень хотел приносить пользу. Он безумно хотел приносить пользу, он хотел брать на себя абсолютно всю ответственность. И так как у него это не получилось бы, если бы он спасся, он так думал, да? Он так думал, что у него, возможно, не получилось бы, да? У него вот все надежды истлели, и он ушел. Но он все время боролся как будто бы сам с собой. Его недюжинная сила, интеллект, гиперответственность. Здесь по силе идет гиперответственность. Здесь по силе и по повешенному человеку идет гиперответственность и страхи, свои собственные страхи, что времени осталось мало по тройке второй, да, времени осталось мало, возможно, моя императрица, моя любимая семья меня когда-нибудь покинет, если я не предприму все меры стать самым главным в их жизни, да, тем, кто приносит и доход, тем, кто приносит и новую жизнь по десятке второй, да, тем, кто переходит в эту новую жизнь вместе с ними, да, тем, кто одаривает их всем тем, в чем они действительно нуждаются, чего они действительно заслуживают. А они заслуживают этого. И деньги не были его главным каким-то приоритетом в жизни, нет. Главным почему-то вот быть нужным для своей семьи. Семья для него было все. И чтобы не оставаться обузой, он ушел, несмотря на то, что ему было безумно больно. Но все-таки он решил, что семья его поймет, да, что когда-нибудь семья справится с этой болью. Это была кармическая смерть. Карты, скажите нам, пожалуйста, смерть Сергея Бодрова была кармической смертью? Смерть Сергея Бодрова была кармической смертью? Или это какая-то случайность, он мог спасться? Ну, мы уже поняли, да, что он мог спасться. Это все-таки не карма, но все-таки вытащим на всякий случай. Если страшного суда не выпадет, значит не карма. По дьяволу нет, его лично какие-то дьявольские нехорошие решения, да, которые он принял не в свою пользу, да. Здесь по дьяволу нам опять говорится, что нижние конечности страдают. А вот и страшный суд. Вот так вот, да. А сейчас вам объясню, дорогие мои. Интересно тогда. Здесь и страшный суд вышел. Как интересно. Из-за того, что он принял неверное решение, вот карма у него была такая, сделать еще очень много чего на земле. Очень много совершить неких побед. Он был очень целеустремленным человеком, да, он должен был вырваться вперед, вот по тузу жезлов и по девятке жезлов он должен был вырваться вперед, преодолеть все преграды, вставшие у него на пути, и вот из такого вот состояния, из девятки жезлов, вырваться в десятку. Девятка жезлов — это вот такой вот покалеченный человек со связанной головой, но он победил в конце концов, он победил самого себя, он победил вот все эти жезлы кровавые, которые летели в него, да, он должен был отстоять сам себя.
По девятке жезлов он должен был совершить тут одни жезлы. Тут одни жезлы у этого человека. Вот вы посмотрите, тут одни победы, понимаете? Тут одни победы, одни свершения. Он по тузу жезлов должен был много чего еще сделать. По девятке жезлов он должен был уйти вперед. То есть его ждала как бы страна, его даже ждал мир, да. По семерке жезлов он должен был отстоять сам себя, у самого себя в голове, уйти вот из того подвешенного состояния, которое его иногда часто одолевало, даже не иногда, и выйти в девятку жезлов, чтобы перейти в новую жизнь. Никогда больше не бояться, никогда больше не противиться. Для чего ему была дана эта ситуация? Для того, чтобы он проработал себя у себя в голове и понял, что он нужен людям, и такой, какой он есть, понимаете? Но он почему-то думал, что он нужен людям только если там он трудится, работает, что-то новое создает, да. Да, он много бы еще чего создал, если бы он преодолел самого себя. Но по карме этого не случилось. По страшному суду он этого не сделал. И он принял абсолютно дьявольское неверное решение из-за того, что он подумал, что он останется калекой, уйти и не попросить помощи, не спастись. Хотя он мог, все карты говорят, он мог преодолеть. У него впереди еще была бы долгая жизнь. Я не знаю, верите вы в реинкарнацию или нет, но здесь в любом случае человек не прожил одну жизнь, да? Он проживал их несколько по страшному суду, и каждый раз он почему-то умирал вот так. В этот раз он опять свою карму не проработал. Он умер вот так, не поведав всему миру о том, какой он замечательный. Он до конца не рассказал всему миру о том, каким он мог бы стать. Понимаете, здесь много всего еще не совершено. И по страшному суду он принял такое вот неверное решение и просто ушел. По страшному суду его ждет новая жизнь по реинкарнации. Если кто верит в реинкарнацию, если кто не верит, вы, пожалуйста, лучше не смотрите видео, потому что в реинкарнацию я верю. И реинкарнация определенно ждет этого человека, Сергея Бодрова. Да? Мы сейчас посмотрим, где находится его душа сейчас. По реинкарнации смерть не кармическая, смерть по глупости, по недооцененности своих возможностей, да, по каким-то своим страхам, смерть по страхам, по своим, да, быть кому-то ненужным в образе вот такого вот калеки, в образе обузы некой. Но по страшному суду, по карме, он будет заново все время перерождаться, пока не проработает вот это вот колесо сансары, понимаете, пока он не выйдет в того человека, который который совершил абсолютно все на этой земле, все, что должен был совершить, потому как он не проработал много чего. Каково было предназначение Сергея Бодрова на земле? Выполнил ли он его? Нет, не выполнил, мы это уже посмотрели по страшному суду. Каково было предназначение Сергея Бодрова на земле? И потом мы посмотрим, где сейчас находится душа Сергея Бодрова. Каково было предназначение Сергея Бодрова на земле? Каково было предназначение Сергея Бодрова на земле? Интересно, вы знаете, здесь опять те же самые карты выпадают, да, король мечей и сила. Здесь говорится о том, что преодолеть себя. Это самое главное его предназначение в жизни. В его перерождениях, во всех его реинкарнациях. По четверке кубков, по девятке кубков, по королю мечей. Не уходить от своих проблем, не думать о том, что надежда потеряна, не уходить от своих проблем, не искать врага в самом себе, не хитрить с самим собой, быть сильным и ответственным за самого себя и не уходить в девятку мечей, в то, что все плохо, печально и ничего уже не будет как прежде. Понимаете? И каждая его жизнь, тут говорится об этом, заканчивалась именно так. Возможно, не такой трагедией серьезной, как в Кармадонском ущелье, но она заканчивалась именно из-за страхов. Его главное предназначение его души — преодолеть самого себя, побороть свои страхи, то, что он не будет кому-то нужным в неком другом обличии. Его душа Сергея Бодрова, она одна и любит именно душу. Люди, рядом находящиеся с ним, причем они всегда были с ним, хорошие люди, да, неважно в какой жизни. Главное — преодолеть самого себя и принять свою собственную душу. И понять, что люди, находящиеся рядом, любимые люди, любят его таким, как он есть. Неважно, останется он там калекой или не останется. Не печалиться,
всегда надеяться на будущее, не уходить от своих собственных проблем, не иметь в самом себя врага и не искать врагов за спиной, не хитрить с самим собой, быть сильным и ответственным и не уходить от своих проблем, не печалиться, не быть в девятке мечей. Девятка мечей – это не десятка мечей. Если десятки мечей вы можете перейти в другую жизнь, то девятка мечей – это очень сложный период, где человек находится в депрессии, в апатии. У него были, кстати, даже и такие периоды, несмотря на то, что нам кажется с экранов, то, что актер был такой невероятно сильный, невероятно харизматичный, у него тоже были какие-то свои слабые стороны. И это его ахиллесова пята, это его собственные страхи быть когда-то кому-то ненужным. И именно своей семье, своим друзьям, своим близким, своим родным, своим детям, в конце концов. Где сейчас находится... Сейчас, секундочку, извините. Микрофон перевешиваю. Так вот. Где сейчас находится душа Сергея Бодрова? Где сейчас находится душа Сергея Бодрова? Где сейчас находится душа Сергея Бодрова? Сейчас, секунду, я посмотрю, у меня тут записывается или нет. У меня просто экран на телефоне погас. Да, все хорошо. Где сейчас находится душа Сергея Бодрова? Переродилась ли она? Ну, ой, как много плохих карт. Пока в заблудшем мире. Она должна переродиться. Она обязательно должна после того, как человек примет себя в той параллели, в какой он сейчас находится. Опять четверка кубков вышла, да, опять он как-то там горюет, да, по дьяволу, находится где-то между параллельными мирами, да, до сих пор минуло столько лет, 21 год, но душа должна переродиться после того, как душа придет к мудрости и осознанности. И каждый раз у него было именно так. По отшельнику, после того, как душа, а отшельник в триумфе Луны у нас очень умный, очень мудрый человек, мы не смотрим на отшельника из Райдер Уэйна, да, это совсем другой отшельник. По отшельнику, после того, как он преодолеет все свои страхи, там, в параллельном мире, он выйдет в первый старший аркан мага и перевоплотится. Маг – это тот человек, который сам за себя принимает решения. Маг – это волшебство вообще, да, по первому старшему аркану. Это человек, переродившийся, человек, познавший тяготы и невзгоды, но продолжающий жить дальше. Да? Здесь мы видим волшебника, который сам не понимает то, что он не маг. На самом деле он не маг, да? На самом деле он обычный человек, зазывающий честную публику посмотреть на него как на наперсточника, да? То есть он зазывает их посмотреть на некую игру, на наперстки. На самом деле он ничего этого не умеет толком, и он на самом деле не тот волшебник, каким он прикидывается. Но люди верят ему, потому что он верит в себя. Маг – это человек, верующий в себя. В триумфе Луны – это человек, который верит в себя невероятно просто. И достигает таких невероятных высот, какой бы ни достиг даже человек, обладающий определенным опытом и занимающийся определенными какими-то вещами, обладающий определенными знаниями. Да? Человек не знает, не умеет пока, но он очень в себя верит. И вот когда он перестанет горевать, когда в параллельном мире душа перестанет по дьяволу горевать, по четверке кубков, да, когда в параллельном мире двойной мир, да, он не там сейчас, да, не в мире живых, не в мире мертвых, душа его до сих пор где-то бродит, где-то ходит. И когда его душа наконец поймет, что пора бы выйти из этого собственного плена, его душа переродится в мага. Маг, я не знаю, кто это, женщина, мужчина, да, но это определенно переродившийся человек, переродившийся в другом мире, в другом измерении, в другой эпохе, человек, познавший себя, и человек, безумно в себя верящий. Где сейчас находится его душа, она в параллельном мире, пока не перевоплотилась в кого-то еще, ни в мужчину, ни в женщину, потому что душа пока приходит к осознанию, и она придет обязательно по отшельнику, душа его придет переродиться в мага, потому как у него еще очень много свершений на земле. Вот такой был
нелегкий, порой печальный, да, где-то расклад про Сергея Бодрова. Сергей Бодров был замечательным, действительно культовым актером, любимцем многих и просто простым хорошим человеком, который просто не всегда и не во всех обличиях принимал себя, несмотря на его экранных супергероев, да, так скажем, российских, в российских боевиках, он не мог осознать главного, осознать самого себя, да, познать самого себя, свою душу, то, что люди, находящиеся рядом с ним, любимые люди, они любят его и так, в любом обличии. Главным для него была семья. Это правда. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом раскладе, о Сергее Бодрове и какие бы видео вы хотели видеть на моем канале. Я всегда и все читаю, я отвечаю вам по возможности на ваши комментарии. Спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Спасибо картам Триумфа Луны за то, что они нам дали очень много ответов на наши сегодняшние вопросы. И всего вам доброго, до новых встреч. Я вас очень люблю.